Жесткий сигнал Москве. Тысячи военных собрались в центре столицы. Диктатору предложили уступить место. Китай готов к транзиту власти в РФ. Кабаева заменит Путина. Хозяин Кремля достал еще одного соседа. Страна возвращается в большую шпионскую игру. Мощный удар по ФСБ. Расплата за инцидент почти 10-летней давности. Паутина 2.0. Новая операция украинских спецслужб под Москвой. Вооруженное нападение на российских силовиков. Пожарные и скорые больше не приедут к россиянам. Топливный кризис ударил и по чиновникам. Меры беспрецедентные. Об этих и других событиях к утру среды, 15 июля. Среда, середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это «Нехта» в студии. Олесь Корниенко. Удар за ударом, но это для хозяина Кремля будет посильнее любого прилета по НПЗ. Самый важный союзник начал готовиться к уходу Владимира Путина и смене власти в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на китайских и российских чиновников, а также международных аналитиков. По их мнению, Пекин все активнее выстраивает связи с российской политической и экономической элитой, которая будет определять будущее страны после Путина. По оценке издания, Россия окончательно превратилась в младшего партнера Китая, который все чаще незаметно манипулирует Москвой в собственных интересах. Российские спецслужбы все чаще выявляют случаи китайского шпионажа и попыток вербовки чиновников среднего звена. Однако Кремль предпочитает не придавать эти истории огласке, чтобы не осложнять отношения с Пекином. При этом коммунистический режим, не демонстрируя своего превосходства публично, уже добился от Москвы серьезных политических и экономических уступок и продолжает выстраивать систему влияния, рассчитанную на десятилетия. Экономическая зависимость России от Китая продолжает усиливаться. Москва поставляет Пекину главным образом нефть, газ и другое сырье, зачастую с большими скидками. Если в 2013 году на Китай приходилось около 10% внешней торговли России, то сейчас эта доля выросла почти до 40%, тогда как Россия обеспечивает менее 4% внешнеторгового оборота самого Китая. Украинские защитники продолжают историческую охоту на российские танкеры и сухогрузы, но и о военных судах не забывают. ВМС Украины заявили об уничтожении пограничного корабля «Изумруд». Он подчинялся ФСБ и был поражен с помощью морского безэкипажного дрона «Сарган-3000» недалеко от Новороссийска. Украинская сторона утверждает, что среди членов экипажа есть погибшие и раненые. За «Изумрудом» тянется одна история. Именно он участвовал в нападении на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда российские силовики захватили 3 катера ВМС Украины и их экипажи. Корабль отнюдь не был старым корытом. Он был спущен на воду в год аннексии Крыма и имел водоизмещение до 750 тонн, вертолетную площадку и развивал скорость до 27 узлов. Похоже, у Москвы в Европе завелся новый Орбан. Премьер-министр Болгарии Румен Радев устроил показательный антиукраинский демарш. Он заявил, что София больше не будет участвовать в работе коалиции желающих. Мы не участвуем в коалиции, настаивающей на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая, наконец, положит конец эскалации. Таким образом, Болгария стала первой страной, официально покинувшей объединение. На саммите в Париже делегация из Софии уже отсутствовала. С момента прихода к власти в мае Радев приостановил военную помощь Украине, хотя Болгария продолжает продавать Киеву вооружение. По данным Bloomberg, страна остается одним из крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца, которые сыграли важную роль на первых этапах войны. При этом сама коалиция желающих продолжает расширяться. Во встрече в Париже приняли участие представители 40 государств, а Молдова и Северная Македония впервые официально присоединились к объединению.
Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном отравлении сенатора Линдси Грэма. В эфире Newsmax ведущий Грег Келли напомнил президенту США, что, цитирую, «у русских есть привычка травить тех, кто им не нравится». После этого журналист спросил хозяина Белого дома, не вызывает ли у него подозрений смерть соратника. Отвечая на эту конспирологическую теорию, я бы с радостью сказал «да», но думаю, что у него были проблемы, и его отец умер в очень раннем возрасте. У Линдси тоже были проблемы, которые сидели довольно глубоко и которые было не так-то просто обнаружить. Накануне офис Грэма сообщил, что по предварительному заключению судмедэкспертов причиной смерти стало расслоение аорты. Окончательные выводы будут сделаны после токсикологической и других экспертиз. При этом версию о возможном отравлении высказали сразу несколько известных людей в разных странах. В частности, британский финансист и партнер убитого в путинских застенках Сергея Магнитского Билл Браудер. Линдси Грэм был главным инициатором законопроекта о разрушительных санкциях против России. Он только что вернулся из Украины, где, как известно, действуют российские агенты. Русские – эксперты в применении ядов, действие которых выглядит как сердечные приступы. Версию отравления Грэма высказали публицист Игорь Эйдман и американская политическая активистка из лагеря Трампа Лора Лумер. Тем временем украинские спецслужбы подготовили на территории врага операцию уровня паутины. Где? В Подмосковье. Конечно, если верить российским чекистам, которые отчитались о предотвращении коварного замысла украинцев. ФСБ заявила, что сорвала подготовку масштабной атаки украинских беспилотников на стратегическое предприятие в столичном регионе. По версии спецслужбы, из арендованного ангара планировалось одновременно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления. По утверждению ФСБ, арендатор ангара был завербован украинскими спецслужбами и во время задержания оказал вооруженное сопротивление, после чего был убит. Исполнители операции якобы задержали, а среди предполагаемых участников ведомство назвало 2 граждан Молдовы и несовершеннолетних, которым якобы поручили активацию сим-карт. Самым неожиданным фигурантом дела чекисты назначили украинского рэпера и блогера Альберта Васильева, более известного как Киевстонер. Но если вы, как и я, не знали его псевдонима, то хит группы «Грибы» под названием «Тает лед» 100% где-то слышали. А Васильев был одним из исполнителей. Так вот, сам музыкант был, мягко сказать, удивлен новостью от российского ФСБ. Я не знаю, чем я удостоился такого внимания, и, просто у меня вопрос, зачем? Путин может и такое. Агрессивная политика Кремля заставила ряд нейтральных стран войти в НАТО, а теперь еще одна пошла на исторический шаг. Япония впервые со времен Второй мировой войны создает настоящую разведку. Как пишет The New York Times, новая спецслужба начнет работу уже к декабрю и будет напрямую подчиняться премьер-министру Санае Такаити. Реформа стала частью масштабного пересмотра политики безопасности на фоне растущих угроз со стороны России, Китая и Северной Кореи. После поражения во Второй мировой страна отказалась от прежнего милитаризма, в том числе от полноценной армии и разведки. Но ситуация в мире заставила Токио реагировать кардинально. Возможно, последней каплей стал рост активности путинских шпионов в стране. По данным The New York Times, после массовой высылки российских штирлицев из Европы после 2022 года, многие из них перебрались в страну восходящего солнца, используя ее для закупки компонентов двойного назначения и обхода западных санкций. А сейчас сенсация. В Кремле обсуждали замену многолетнего диктатора на его спутницу. Нет, это не то, что вы подумали. Москва рассматривала возможность передать власть в Сирии от Башара Асада его супруге Асме. Об этом пишет The Observer. По данным этого британского издания, в Москве были недовольны Асадом и искали варианты сохранения своего влияния в Сирии после возможной смены власти. Владимир Путин давно презирал человека, которого считал слабым и нуждающимся в спасении. Выиграв за него войну, российский лидер все больше разочаровывался в неспособности Асада добиться мира с повстанцами, курдами из соседней Турции.
Как утверждается, кандидатура Асмы Аль-Асад, выросшей в Великобритании и ставшей одной из самых влиятельных фигур сирийского режима, обсуждалась с ее супругом, однако он воспринял эту идею с иронией. Но скоро уже над потомственным тираном посмеялась история. После наступления повстанцев на Дамаск в декабре 2024 года семье Асадов пришлось бежать в Россию. А не пора ли и Путину примерить на себя вариант, который он предлагал коллеге-диктатору? Самому слабо уступить трон, хотя бы Алине Кабаевой. Украинские военные впервые приняли участие в параде ко дню взятия Бастилии в Париже. По Елисейским полям торжественным маршем прошли 25 бойцов ВСУ вместе с 5 сотнями коллег из стран коалиции желающих. Президент Владимир Зеленский назвал приглашение украинских защитников символом поддержки страны в борьбе за свободу и мир. На трибуне вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находились Зеленский и лидеры еще около 30 государств. По данным французских СМИ, нынешний парад должен продемонстрировать Владимиру Путину, да и Дональду Трампу единство Европы и ее готовность к самообороне. В этом году он стал самым масштабным за последние годы. В нем приняли участие почти 7 тысяч военнослужащих. В воздушной части парада были задействованы самолеты 11 европейских стран. Среди них впервые появились 2 французских истребителя «Мираж-2000Б», которыми совместно управляли французские и украинские пилоты, прошедшие подготовку во Франции. Топливный кризис в России начинает сказываться не только на массе обычных автолюбителей, но и на работе государственных служб. По данным РБК, стоимость дизельного топлива для дорожников за квартал выросла почти на 76%, а битума на 45%, из-за чего подрядчики вынуждены сокращать объемы работ. То есть, если у тех счастливчиков, которые не угробят свои авто в ближайшие месяцы контрафактным бензином, есть шанс раздолбать подвеску на разбитых дорогах. Спасибо большое. Спасибо. По данным «Известий», сложности с закупками топлива возникают у больниц, что чревато трагическими последствиями. Также издание пишет о проблемах с бензином у пожарных, а на носу очередной сезонный пик лесных пожаров, который в России традиционно припадает на конец июля и август. В отдельных регионах местные чиновники уже бьют в набат. Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в сельском хозяйстве оценивается как крайне напряженная. В этих отраслях велик риск остановки текущей деятельности из-за нехватки горючего. На малой родине Путина замахнулись на святое. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о неординарном шаге. Он поручил установить лимиты на топливо и для автомобилей чиновников. На некоторых АЗС страны заправиться могут только инвалиды или участники так называемой СВО. И обычные владельцы машин начинают понимать, что бензин теперь можно получить только в обмен на пушечное мясо. То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили. Вариант остановки войны пока в эти головы, похоже, не приходит. В Беларуси началась декоммунизация. В стране пал первый памятник Ленину. Правда, режим Лукашенко тут ни при чем. В Витебске статую вождя пролетариата повалил сильный шквалистый ветер. Заодно стихия повалила десятки деревьев, причем не только на улице Ленина, но и в сквере Богдана Хмельницкого и ряде других мест. К чему бы это, как думаете? Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.